приветствую на канале. Сегодня мы рассмотрим, как отключить Webasto. По просьбе одного из подписчиков рассмотрим два быстрых варианта отключения Webasto. Начнем с первого, самого простого. В верхней части Webasto есть питающий разъем. Для того, чтобы отключить Webasto, нам нужно его отсоединить. Для того, чтобы отсоединить питающий разъем Webasto, нужно нажать на фиксатор разъема, вот с этой стороны, и поддеть его вверх. Снимаем разъем питающий. Так выглядит разъем. И откладываем разъем в сторону. Так выглядит двухконтактная группа разъема в верхней части Webasto. После того, как мы отключили разъем, Webasto уже запускаться не будет. Сейчас рассмотрим второй вариант отключения. Второй способ отключения проверен и работает с котлами Thermotop Z и Thermotop C. Устанавливаем разъем питания в верхней части Webasto. Далее открываем перчаточный ящик. На раскладке предохранителей находим 20-амперный предохранитель под номером 59. Этот предохранитель находится у нас в нижнем ряду предохранителей. С правой стороны он у нас второй. Далее нам понадобится пластиковый инструмент для того, чтобы снять предохранитель. Наш предохранитель на 20 ампер. Фиксируем наш съемник и снимаем предохранитель. Теперь Webasto запускаться не будет. И запускаем автомобиль для проверки, не будет ли работать Webasto без 59-го предохранителя. Webasto не запускается. Мы рассмотрели два варианта, как отключить Webasto. Для того, чтобы восстановить работу Webasto, нам необходимо установить 20-амперный предохранитель обратно в посадочное место под номером 59. И устанавливаем. Теперь Webasto будет запускаться в автоматическом режиме. Сегодня мы рассмотрели два варианта, как отключить Webasto для того, чтобы уменьшить расход топлива в зимний период времени. Не забывайте подписаться на канал, поставить лайк. До встречи на канале. Всем пока.